Казалось, что эти люди всегда будут оставаться в тени, без интервью, без лишних слов, без страха. Их имена передавали шепотом через колонии, рынки, рестораны и тюремные камеры, а их решения могли одним звонком изменить чужую судьбу. Это воры в законе из Средней Азии, люди, которых в криминальном мире считали неприкасаемыми. Люди, которые годами жили по своим правилам и которые привыкли, что именно они контролируют разговор. Но все меняется в тот момент, когда захлопывается дверь кабинета допроса. Холодные стены, камера, тишина и вопросы, которые с каждой минутой становятся все жестче. Здесь уже не работают уличные правила, здесь нет привычной охраны, связи и авторитета, только следователь и человек, который еще вчера казался недосягаемым. В этом видео вы увидите редкие и напряженные кадры допросов, которые годами обсуждались в криминальной среде. Кадры, где они молчат так, как будто каждое слово может стать приговором, где другие пытаются играть со следователем в психологическую игру, а некоторые неожиданно теряют спокойствие в те моменты, когда камера продолжает снимать. Вы увидите взгляды, в которых нет ни одной лишней эмоции, услышите фразы, за которыми скрывается гора недосказанного. И поймете, почему даже опытные оперативники иногда признавались, что разговаривать с такими людьми – это совсем другой уровень давления. Но самое интересное не сами допросы, а то, что иногда происходит между слов. Короткая пауза, случайный взгляд, нервный жест, несколько секунд тишины. Именно в такие моменты становится понятно, кто пытается держать контроль, а кто уже понимает, что ситуация вышла из-под него. Некоторые из этих людей больше никогда не вернулись к прежней жизни. Некоторые после этих допросов исчезли из публичного пространства, а некоторые до сих пор остаются легендами, о которых ходят слухи по всему постсоветскому пространству. И сегодня вы увидите то, что обычно остается за закрытыми дверями. Так что досматривайте это видео до конца, потому что ближе к финалу будут кадры, которые даже спустя годы вызывают споры, страх и вопросы. И когда вы услышите некоторые ответы на допросах, вы поймете, почему эти люди стали настоящими легендами криминального мира. Фамилия, имя, отчество и год рождения. Маймушев Айткалим Мукашевич. 10 апреля 1958 года. Уроженец города Стемей. Проживаете? В последнее время Турция, город Анталия. Как вас называют в преступном мире? Леха. Семипалатинский родом. Леха Семипалатинский, да? Да, большая часть так. Ваш статус в уголовно-преступной среде? Это не статус. Вор в законе это имя. Мое имя вор в законе. Вы являетесь вором в законе, да? Да. Когда, кем и при каких обстоятельствах вас короновали? Да, я уже особо подробностей не помню. Лет 20 больше назад в Москве. Точную дату не помните, да? А зачем? Цель приезда вашего в Республику Казахстан? Вернулся домой. Я же родом отсюда. И хотел бы здесь побыть, если позволят. Пока еще не планируете уезжать, да? Но если позволят, побуду еще. Не позволят, значит уеду. От меня не зависит. Я, Таркосунов Улан Акмулдович, официально заявляю, что отказываюсь от воровского статуса ради Аллаха. Фамилия, имя, отчество. Авлаев Эмир Саидович. Громче. Авлаев Эмир Саидович. За национальностью кто? Татарин с узбеком. Татарин с узбеком. Национальность, ще раз спрашиваю, яка ваша? У меня мама татарка, отец узбек. Народилися де? В Средней Азии, в Узбекистане. В Узбекистані. Да. Громадянином якої держави ви являєтесь? Украина. України. Хорошо. Ким виданий документ на ім'я Аблаєв Енвар Саїдович? Я это получал в Крыму еще. Потом здесь приехал, после этого поменял. Здесь на месте. Де? Это словно Молдавия, граница, молдавская граница, город Шеска. За Винница, короче. Город який?
пусть вспомнит. Я показать могу, вот. Я так могу по географически показать, а не вспомню. Хорошо, коли в'їхали ви на територію України? В 2014 году, не, на территории Украины, На територію України. 1900 до 10 года. Ви являєтесь вором в законі? Это слухи все время. Я вор, ну, незаконный. Я воровал, да. Воровал? В детстве воровал? Да. А сейчас не воруешь? Сейчас нет, скажем так, где уже воровать здоровья нет. Фамилия, имя, отчество. Сайфулов Мурсель Сахарович, 1975 года, 9 ноября, статья 228, часть 2, срок 3 года 6 месяцев. Сегодня отбыл срок 29 декабря 2018 года. Еду домой, Москва, Московская область, город Домодедово, поселок Домодедовского. Вором в законе являетесь? Да. Ваша фамилия, имя, отчество? Мурзаков, Мурсал Мурзакович. Число, место, год рождения. 6 апреля 1975 года. Где вы родились? Иссыкульская область. Республика. Киргизия. По какой статье вы осуждены в настоящее время? Не можете сказать? Ранее были осуждены в Российской Федерации? Сейчас мы вам зачитаем решение Министерства внутренних дел Российской Федерации о нежелательности пребывания в Российской Федерации гражданина другой страны. Так, Мурзаков Мурсалим Узакович 17 июля 2017 года в отношении вас Министерством внутренних дел Российской Федерации принято решение о нежелательности пребывания, проживания в Российской Федерации. В соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 года номер 114 о порядке въезда из Российской Федерации и выезда в Российскую Федерацию. В связи с чем вы должны выехать из Российской Федерации с момента освобождения из мест лишения свободы. В случае невыезда из Российской Федерации в указанный срок вы подлежите депортации. Вам это все понятно? Также я вам объясняю. В случае въезда в Российскую Федерацию в отношении вас в порядке статьи 322 УК РФ будет принято решение. Также объясняю, что в соответствии с статьей 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года, номер 114 Федерального закона, если в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства было принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации, въезд ему в Российскую Федерацию не разрешается. Также я разъясняю, что подписанное решение влечет за собой пожизненный запрет въезда в Российскую Федерацию. Малакулов Рустам Абдурахманович. Число, месяц, год рождения. 23 мая 59 года. Где родились? Город Ташкент. Зарегистрированы где? Прописан в Москве. Первомайская, Раменский район, Первомайскую улицу, поселок Удельный, дом 8. Московская область. Московская область. Да. Проживаете? Проживает там. Там же проживаете? Ясно. Лицом категории вор в законе являетесь? Нет. Вором являетесь? Нет. То есть вы не вор? Нет, конечно. Маймушев Вайткалим Мукашевич. Число, месяц, год рождения. 10 апреля 1958 год. Гражданин какой страны? Казахстан. В Москву как давно прибыли? Так, позавчера. Цель визита? Ну, приехал. Все равно все через Москву, куда не ехать. С этого Горного Алтая. Все ясно. Вором в законе являетесь? Это имя, да.
имя, которым Да. вы гордитесь, я так понимаю, да? Не, ну именем как можно это? Все правильно. Погоняло, прозвище, как называют? Ну, я родом с Паладинска, а так с детства Леха зовут. Лёксим Палатинский. Все ясно. Знаете, за что задержат? Нет. Знаете? Но меня сейчас и в Горном Алтае задерживали. Ну, сюда отправили. Я просто сейчас приехал, с номера не ухожу. Зашел водки выпить. Вы ранее судимы? Ну, много они не перечислишь. Тем более они менялись, эти статьи. Ну а что совершали, что за статьи, чтобы понимать? Ну, было и хулиганство, было там, джентльменский набор, как говорится. Что это значит? Ну, оружие, наркотики. Понятно. Последний раз судимость за что была у вас? Ну вот, За наркотики? стреляющая ручкой. Ваша фамилия, имя, отчество? Маймушев Айткали Мукашевич. Число, месяц, год рождения. 10 апреля 1958. Уроженец какой страны являетесь? Казахстан, Семипалатинск. Статус ваш в криминальном мире? Вор в законе — это имя. А Статус. имя уголовное как? Погоняло. Нет у меня Леха. Леха Семипалатинский, верно? Где крайний раз отбывали наказание? Последний раз в 2011. За что? Часть статьи. Ну, это казахстанский. Наркотик, ручка. Угу. Ну, направо повернитесь, пожалуйста. Теперь налево. Угу. Прямо. Фамилия, имя, отчество. Маймушев Айткали Мукашевич. Число, месяц, год рождения. 10 апреля 58. Гражданство какой страны? Гражданство Казахстана. На территорию Украины когда приехали? 27 от 6 17. Цель приезда на территорию Украины? Ну, назовем туризм. Туризм. Когда последний раз приезжали на Украину? Ну, под 2099. Цель приезда? Ну, в Одессу приезжал. Что в Одессе было? Ну, на встречу приезжал. Ваш статус в уголовной среде. Являетесь ли вы вором закона? Вор в законе — это имя. Есть имя ваше? Да, вор в законе — это мое имя. А как вас зовут среди криминальных кругов? Ну, по имени зовут Леха. Семипалатинский, оттуда родом. Чем занимались на территории Украины? Ну, у меня личные дела, я книгу заказывал. Все, спасибо. Здесь, пожалуйста, поставьте свое сегодняшнее число. Пожалуйста. Сегодня 13.02. Вот здесь то, что получили. Вот второе. 18. Здесь фамилия, имя, отчество. Подпись. Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Кульбаев Иван Чебек Александр Николаевич.
Число, месяц, год вашего рождения. 03-08-74. Где вы родились? Иссыкуль, город Чолпан. В Киргизии? Да, в Киргизии. На территории Российской Федерации регистрацию какую-либо имеете? Нет. Вид на жительство, временное проживание? Нет, ничего. Ранее судимы? Да. Общий срок проведения в местах лишения свободы? 6 или 7. Судимы здесь, в Киргизии? Да, в Киргизии. В России судимы? Нет, в Киргизии. В России не судимы. Работаете? Нет. Вором в законе являетесь? На такие вопросы не отвечаю. Значит, сегодня, 13 февраля 2018 года, я вас уведомляю о том, что 11 января этого года министром внутренних дел Российской Федерации в отношении вас принято решение о нежелательности вашего пребывания на территории Российской Федерации. Вам это понятно? Все, спасибо. Фамилия, имя, отчество. Тохтосунов Лан Акмулович. Число, месяц, год рождения. 78 год, 3 июня. Где родился? Город Бишкек. Где проживаешь? Микрорайон Инесай. Полный адрес. Дом 380. Квартира? Дом 380. Являешься вором в законе? Вором являюсь. Псевдоним в криминальном мире? Погоняла Улан Сахал. Понятно. Фамилия, имя, отчество. Кульбаев Камчевек Асанбекович. Число, месяц и год рождения. 1974-03-08. 3 августа. Где родился? Кыргызстан. Иссыкульская область, город Чолпан. Место прописки. Чолпан. Полный адрес. Улица Бакомова, 14. Ранее судимый? Судим. Сколько раз? 1. Какая статья? 97. Ты вор в законе? Я вор в законе. Еще стул. Я оттуда забрал его. Судебный Мурзака, чтобы с вас окончательно снять профучета, на котором вы сейчас находитесь. И затем, когда ты набрал 2 фамилии, ты ему скажи, чтобы он их потом перевел на У вас нет всех видов учета, в том генетическом учете, на котором вы сейчас находитесь, но необходимо от вас расписывать. Вы в настоящее время действительно не являетесь вором закона. Расписывайте. На основании этой расписки у вас снималось профилактического учета, как вы уже помните. Направляем информацию в МВД, по чьей инициативе были поставлены профучеты. По всем другим линиям, по которых вы в там проходите.
просит вас связаться с родственниками, чтобы они к вам приехали, дают на свидание. Что мне сделать? Расписаться просто и все. Ну, расписаться. Что я умею, что умею, Как умеете, так. Вопрос есть? Все хорошо. Насчет этого, Роман Сергеевич, вчера мы разговаривали насчет начальника. Ну, сейчас отдельно останемся, поговорим еще с вами. Еще есть же? Ну, сейчас выйдите, сейчас я останусь, сейчас еще поговорим. Хорошо, до свидания. А что? Сейчас поговорим. Да, выходите. Расписка. Я осужденный Мурзаков Мурсалом Музакович, 75-го года рождения, получил наказание ФКУИК 14 в Архангельской области. Заявляю, что статуса так называемого вора в законе в настоящее время не имею. Подпись и число сегодня, 10 января 2017 года. Ваша фамилия, имя, отчество? Мурзаков Мурсал Музакович. Где вы родились? Киргизия. Город, село? Исикульская область. Город какой? Тюпский район. Село? Село Сарытуловой. Дата вашего рождения? 75-го. Число месяца? 6 апреля. 6 апреля. Гражданином какой страны являетесь? Киргизия. Гражданство Российской Федерации не имеете? Нет. Цель вашего приезда в Российскую Федерацию? Лечение. Лечение? Лечиться. Какое у вас заболевание? Почка, позвоночник. Почки, позвоночник. Ваша цель визита в Чеченскую Республику? Друзей встречать. С друзьями встречаться? Да. С какими? Киргизии, которые знакомы. Вы работаете? Нет. А на что вы живете? Не работаю. Ну на что вы живете? Ваш доход откуда? Откуда? Да. Жена работает. Жена работает? Да. Вы ранее судимы? Да. Общий срок проведения в местах лишения свободы? 13. 13 лет? Да, общий. Общий срок. Когда освободились в последний раз? Апрель. В апреле 2015 года? Вором в законе являетесь? Да. Уголовное имя? Кашкар. В переводе на русский? Волк. Волк? Да. Воровской подход когда он был осуществлен? 13. В 2013? Когда вы находились в заключении, да? Нет. На воле были? Это на воле был. А где он был? В России? Да. А где в России? В России. Ну, где? В Москве, в Чечне, где? В Чечне. В Чечне? Да. А кто был инициатором подхода к вам? Воры были. Воры были. Фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Кудратуллаев Бахтияр Зафарович.
Число, месяц, год рождения. 14 октября 71 год. Смотрим в камеру. Родились где? Ташкент. Проживаете? Ташкент. В Москве проживаете? Где? Центр. В центре. Вором в законе являетесь? Да. Кличка? Это никак. Как между вами Бахти, называют? Ташкент. Бахти Ташкентский?